Битва с вратами Скорпиона в самом разгаре. Поединок экспертов на уровне предка особенно впечатляет. Медуза атаковала яростно, и ее длинный меч устремился к ребрам протектора Те, но в итоге она пронзила лишь черный сгусток тумана. Он не стал сдерживаться и стал поглощать два духовных тела, как протектор Ву раньше поступил с Юньшанем. Однако Медуза совершила атаку мечом в этот момент и разрушила его карман душ. Более сотни духовных тел вырвалось наружу и улетели во все стороны на глазах у шокированных Ся Яня и всех остальных людей. За потерю стольких тел его ожидает суровое наказание Дворца Душ. Он потратил много месяцев в поисках этих духовных воплощений. В ярости протектор Те неистово бросился на Медузу. Ся Янь увидел, что Цайлинь оказалась в невыгодном положении, поэтому сформировал мощную печать. Лицо Ся Яня побледнело. Он готовил технику Доу Ци небывалой и невиданной мощи. Если он достигнет успеха, то сможет нанести урон даже протектору Те. От его печати начал исходить кристально-нефритовый свет. Уровень ужасающей энергии мог даже у эксперта уровня Императора вызвать исключительный страх. Естественно, Медуза и протектор Те заметили эту колоссальную энергию. Ся Янь крикнул: «Цайлинь, уйди в сторону!» Когда Медуза быстро отступила, атака на молниеносной скорости устремилась к протектору Те. Тот узнал технику божественной печати. Теперь Ся Янь просто не мог его отпустить, так как эта техника, подаренная ему Сюнер, должна храниться в секрете. Прогремел взрыв. Протектор Те серьезно пострадал. Теперь он со страхом смотрел на стоявшего вдалеке Ся Яня. Дворец Душ всегда напоминал, что если кто-то из них встретится с человеком, владеющим техникой божественной печати, то нужно проявлять всевозможную осторожность. Стоит сказать, что того древнего клана даже их лидер немного опасается, хотя и обладает неимоверной мощью. Кроме башни эликсиров, клан Сюнер был тем, чего опасался Дворец Душ. Протектор Те уже собирался бежать, но Медуза не позволила и высвободила всю мощь питона, пожирающего небеса. Она нанесла последний удар и схватила протектора Те. Они наконец увидели настоящее тело эксперта Зала Душ. На самом деле он оказался духовным телом, таким же как и его цели, за которыми он охотился. Обычная Доу Ци не способна нанести смертельного урона духовному телу. Если человек хочет захватить или расправиться с духовным телом, сам охотник должен являться духовным телом, находясь в том же состоянии. Поймав протектора Те, Ся Янь мог хорошенько расспросить его и достать из него множество информации, но пока он с помощью небесного пламени заключил его в бутылку и спрятал в пространственном кольце. Раз Ся Яню удалось схватить того человека, значит цель его поездки успешно достигнута. Кроме того, теперь он лучше понял, что из себя представляют эксперты Зала Душ и как с ними бороться. Оказалось, что его пламя падшего сердца способно нанести им огромный вред. Теперь все устремили взгляды на фиолетовое облако Ся Исянь. Кажется, победитель вот-вот определится. Ся Исянь показалась. На ее теле присутствовали следы крови, и даже на руке присутствовала кровавая отметина. На небольшом расстоянии от нее находился Себиянь, но выглядел он очень плачевно, так как истекал кровью. Одна из его клешней уже была сломана, а кровь сочилась и вытекала из раны. Но больше всего бросалось в глаза его бледное лицо. Оценивая раны обоих сторон, стало понятно, что битва между ними была еще интенсивнее, нежели битва между Медузой и протектором Те. Мелькнуло 3 луча света, и спустя мгновение 3 человек стояло возле девушки. Ими оказались Ся Янь, Цзи Янь и Медуза. Ся Исянь и Себиянь изумились, посмотрев на Медузу. Заметив, что протектор Те исчез, Ся Исянь спросила: «Значит, ты прикончила того человека?» «Да, это было легко. Никто не посмеет пойти против королевы», — кивнула Медуза. Она смотрела прямо на Себияня и спросила, помочь ли прикончить этого предка. На что Ся Исянь сказала: «Кровь моего ядовитого тела уже проникла в него. Он не сумеет избежать скорой смерти. Остается лишь подождать. У него не осталось сил сопротивляться моему яду». Ся Исянь двинула рукой и вызвала всплеск внутри тела Себияня. Внезапно взорвалась кровь ужасного ядовитого тела. По итогу она раскололась на множество капелей, достигая каждой части тела старика. Себиянь задрожал. Ядовитая кровь Ся Исянь буквально разъедала его тело. Но это еще не конец. Себиянь не хотел так просто сдаваться. Впереди нас ждут интересные события. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как по-вашему, расколется ли протектор Те и раскроет ли Ся Яню всю информацию. Подписывайтесь на канал и всем пока.